Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила очень красивый узор. Данный узор очень простой. Просто вяжем в лицевом ряду лицевые петли, в изнаночном ряду изнаночные петли. У нас с вами получается лицевая гладь. С изнанки он смотрится вот таким вот образом. Но вот эти вот все переплетения образуются за счет снятых петель. Данным узором можно задекорировать любую лицевую гладь. Очень красиво будет смотреться. Такой он двухцветный, оригинальный и очень красивый. Раппорт данного узора в высоту состоит из 12 рядов. В ширину получается 8 петель, это петли раппорта, 10 петель, это петли симметрии, плюс 2 кромочные петли. Если вам понравился данный узор, берем пряжу, спицы и давайте разберемся с принципом вязания его. Изначально я на спицы набрала 28 петель. Получается 2 раппорта по 8 петель, 10 петель это петли симметрии, плюс 2 кромочные петли. И далее получается первым нашим цветом я провязала 2 установочных ряда. Один ряд полностью лицевыми петлями, второй ряд изнаночными петлями. Данные 2 ряда мы вяжем только один раз, далее они нам не нужны. Берем ниточку второго цвета и будем первый ряд раппорта узора вязать ниткой второго цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее вяжем 1 лицевая петля. Следующие 4 петли я должна снять, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Вот эту вот протяжку делаем на уровень нашего вязания, чтобы она не сильно туго была, но чтобы она у вас и не болталась. И стараемся все протяжки делать одинаковыми. Далее провязываем 4 лицевые петли. Вот эти вот 8 петель, 4 снятые, 4 лицевые, вы продолжаете вязать до конца ряда. Получается 4 петли мы снимаем, не провязывая. Рабочая нить перед работой располагается. 4 петли я провязываю лицевыми. 4 петли я снимаю, не провязывая. 4 петли я провязываю лицевыми. В самом конце у нас остается 2 петли. Получается 1 петля провязывается лицевой, так как в начале мы провязывали, и последняя кромочная провязывается всегда изнаночной. Второй ряд по изнаночной стороне, также ниточкой второго цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжем 4 изнаночные петли. Следующие 4 петли я должна снять, не провязывая, но рабочую ниточку во всех изнаночных рядах мы будем располагать уже за работой. Тоже ее стараемся делать на уровень нашего вязания, вот эту протяжку. Получается 4 изнаночные и 4 снятые петли. Вот эти вот 8 петель провязываем далее до конца ряда. 4 изнаночные петли. 4 петли снимаем, не провязывая. Повторяем 4 изнаночные петли. За правую стеночку петли вяжем. 4 петли снимаем, не провязывая. Рабочая нить за работой. И в самом конце у меня остается 3 петли. Провязываем 2 изнаночные и кромочная, последняя петля. Получается, все наши вот эти вот протяжки мы будем располагать на лицевой стороне. На изнаночной стороне идет вот изнаночная гладь без протяжек. В лицевых рядах мы вяжем все петли лицевыми, в изнаночном изнаночными. Третий ряд, первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю 3 лицевые петли. Следующие 4 петли я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка перед работой, так как это у нас лицевая сторона. Далее 4 лицевые петли.
8 данных петель, получается 4 снятые, 4 лицевые. Повторяем до конца ряда. 4 петли снимаем, не провязывая, рабочая нить перед работой. Далее 4 лицевые петли. 4 петли снимаем, не провязывая. И в самом конце у нас с вами остается 4 петли. Это 3 лицевых и кромочная. Четвертый изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжем 2 изнаночные петли. Следующие 4 петли я снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Далее 4 изнаночные петли. И получается вот эти вот 8 петель, 4 снятые и 4 изнаночные, повторяем до конца ряда. 4 снятые петли, рабочая нить за работой. Не забываем про протяжки, располагаем их на уровень нашего вязания. Далее 4 изнаночные, провязываем за правую стеночку петли. Следующие 4 петли я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой у меня. Далее 4 изнаночные. И последняя петля кромочная. Пятый ряд, ниточка второго цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжем 1 лицевая, далее 4 лицевых. Следующие 4 петли я снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой, так как это лицевая сторона. Данные 8 петель, 4 лицевые, 4 снятые, повторяем до конца ряда. 4 лицевые петли. Следующие 4 петли я снимаю, не провязывая. 4 лицевые петли. Следующие 4 петли я снимаю, не провязывая. В конце у нас остается 2 петли, это 1 лицевая и кромочная. Шестой изнаночный ряд, первую кромочную петлю я снимаю. И далее 4 петли снимаем, не провязывая, рабочая нить за работой. Следующие 4 петли я провязываю изнаночными. Данные 8 петель повторяем до конца ряда. 4 петли мы снимаем, не провязывая, рабочая нить за работой. Следующие 4 петли я провязываю изнаночными. 4 петли я снимаю, не провязывая. 4 петли я провязываю изнаночными. В самом конце, когда у нас остается 3 петли на спице, я 2 петли вяжу также изнаночными и последняя кромочная. После того, как мы с вами вторым нашим цветом провязали 6 рядов, теперь обратно берем с вот этого вот края нить первого нашего цвета, и теперь 6 следующих рядов, получается с 7 по 12, будем провязывать ниточкой первого цвета. 7 ряд, первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее начинаем вязать наш узор. Изначально мы провяжем 2 лицевые петли. Следующие 4 петли я должна снять, не провязывая, рабочая нить перед работой. Далее 4 петли я провязываю лицевыми. За правую стеночку петли все петли вяжем. Вот эти вот 8 петель, получается 4 снятые и 4 провязанные лицевыми, мы повторяем до конца ряда. 4 петли я снимаю, не провязывая. 4 петли провязываю лицевыми. 4 петли снимаю, не провязывая. 4 петли провязываю лицевыми. И остается у меня последняя петля на левой спице, это кромочная, провязываю изнаночной.
В 8 изнаночный ряд первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее следующую петлю я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка располагается за работой, 1 петля только. Далее провязываем 4 изнаночные петли. Следующие 4 петли я также снимаю, не провязывая, рабочую нить за работой. Вот эти вот 8 петель, 4 провязанные изнаночными петлями и 4 снятые, мы повторяем до конца ряда. 4 петли изнаночными петлями, 4 петли мы снимаем, не провязывая, рабочая нить за работой. 4 петли мы провязываем изнаночными, 4 петли я снимаю, не провязывая. В самом конце, когда у нас остается на спице 2 петли, я провязываю 1 изнаночная и кромочная. 9 ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 4 петли я также должна снять, не провязывая, рабочую нить располагаем перед работой. Далее 4 петли я провяжу лицевыми. 8 данных петель повторяем до конца ряда. 4 петли я снимаю, не провязывая. 4 петли я провязываю лицевыми. 4 петли я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 4 петли я провязываю лицевыми. В самом конце у нас, когда остается 3 петли на левой спице, мы, получается, вот эти вот 2 петли также снимаем, не провязывая, рабочая нить перед работой и последняя кромочная петля. 10 ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 3 петли я также снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Следующие 4 петли я провязываю изнаночными. Далее 4 петли я снимаю, также не провязывая, рабочая нить за работой. Вот эти вот 8 петель, 4 петли изнаночными и 4 петли снятые, мы повторяем до конца ряда. 4 петли провязываем изнаночными. 4 петли мы снимаем, не провязывая. 4 петли изнаночными. И в конце, когда у нас остается на спице 4 также петли, мы, получается, 3 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. И последняя кромочная петля. 11 ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее следующие 2 петли я также должна снять, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Следующие 4 петли я провязываю лицевыми. Далее 4 петли я снимаю, не провязывая. Получается, вот эти вот 8 петель, 4 провязанных и 4 снятых, повторяем до конца ряда. 4 лицевые петли. 4 петли я снимаю, не провязывая. 4 лицевые петли. 4 петли я снимаю, не провязывая. И последняя петля кромочная. 12 ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее 1 изнаночная. 4 петли я снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Следующие 4 петли я провязываю изнаночными. Данные 8 петель повторяем до конца ряда. 4 снятые петли. 4 петли провязываем изнаночными. 4 снятые петли. 4 петли провязываем изнаночными.
конце, когда у нас остается на спице 2 петли, одну петлю мы снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой, и последняя кромочная. Мы с вами провязали 12 рядов в высоту. Это составляет раппорт нашего узора. Как вы видите, обычная лицевая гладь, украшенная снятыми петлями. Очень красиво смотрится и оригинально. Далее повторяйте раппорт с 1 по 12 ряд на такую высоту, которая вам необходима. Получается, следующие 6 рядов мы вяжем ниточкой уже второго нашего цвета. Если провязать побольше раппортов, вот так вот у вас выглядеть будет узор. Очень красивый узор, для отделки отлично подойдет. Если вам понравился данный узорчик, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотры, спасибо за вашу активность. Всем пока-пока.